Вы на канале Новости БП. Вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев потребовал от властей Казахстана отреагировать на акции доморощенных националистов. Об этом он заявил 12 августа. Он также раскрыл, что определит реакцию Москвы на инцидент с языковыми рейдами. Необходимо требовать от властей Казахстана дать оценку этим безобразным акциям доморощенных националистов, не имеющим ничего общего с добрососедским характером отношений между нашими странами и народами, заявил вице-спикер Константин Косачев. По словам зампреда Верхней Палаты Российского парламента, реакция Москвы на языковые рейды казахских националистов должна определяться в зависимости от официальной реакции властей Казахстана, либо, не дай бог, ее отсутствие, уточнил сенатор. Отсутствие осуждения действий казахских националистов со стороны официальных властей республики подчеркнул и глава Россотрудничества Евгений Примаков. Мы такого осуждения не слышим. Напротив, Россию и российское общественное мнение раз за разом призывают понять сложные обстоятельства, в которых находится правительство, которому ах как непросто и ох как нелегко в таких условиях да с такими вот провокаторами жить. А легко ли приходится вот этой русской женщине, а многим другим, заявил он. По словам Примакова, у России с Казахстаном очень непростые и бережные отношения, которые обе страны не хотят рушить. Однако, по его мнению, подобные недавнему инциденты являются очевидными нападениями на этнической, национальной и русофобской почве и требуют реакции. А если не будет реакции, то молчание будет оглушительным и очень понятным для российского общественного мнения. И, кстати, для русского казахстанского сообщества тоже, резюмировал глава Россотрудничества. Напомним, 10 августа в СМИ появилась информация о том, что казахские националисты устроили проверку использования казахстанского языка в магазинах и учреждениях республики. Записи языковых рейдов были опубликованы на YouTube-канале местных активистов Тилмайдани онлайн партиясы. Кроме того, в сообществе канала появились публикации личных данных граждан, в том числе и паспортов россиян, а также номера телефонов тех, кого местные националисты считают неугодными. Русскоязычных работников учреждений активисты оскорбляют и шутят над ними. В одном из роликов националисты заставили русскую жительницу Актау извиняться на камеру за ее утверждение о том, что в советский период этот город был построен русскими.